Добро пожаловать! Вы на канале Реальные истории. Ежедневно мы публикуем самые трогательные и интересные истории из жизни. Перед просмотром не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного просмотра! Баба Рая была старенькой, такой же старенькой, как их деревенька Суходол, примостившаяся между лесом и колхозным бескрайним полем. За свою долгую жизнь она всех потеряла, и сыночка своего Ванечку, и мужа. Жили хорошо, ни бедно, ни богато, своим огородом и нехитрым хозяйством, справлялись вдвоем. Сельчане их уважали и жалели. А как не стало Захара, так всем селом похоронили, и к старенькой Рае часто захаживали проведать. Помощи она не просила, сама управлялась с огородом да курочками. Скотину вот только не держала, не вмоготу. В 70-х годах ей уже самой за 70, и горе потери здоровья не прибавило. Но она храбрилась, и на ее добром морщинистом лице всегда теплилась улыбка, кого бы не встретила. Так и жила одна, а порой к ней девочка соседская забегала, Надя. Как родители запьют, так она к бабе Рае бежит. «Можно поживу у тебя пока?» – спрашивала она, держа в руках свой школьный портфельчик. Баба Рая принимала девочку. Хорошая она, школьница прилежная. Бабушке поможет и за уроки, а та и накормит, и напоит, и спать уложит на неказистом сундучке. Так дня по 3 она и жила у нее, пока мать за ней не придет. Лицо помятое, усталое, но поклонится в пояс, поблагодарит и дочку домой ведет. «Прости уж нас, баба Рая, непутевых», – говорила Надина мать, пряча глаза в пол. «Бог простит», – отвечала набожная старушка и отправляла их восвояси с гостинцами. Яичек даст, каши тыквенной, хлеба краюху, который сама пекла в печи, а Надя помогала. Потом подойдет к иконкам и молится за них, непутевых. Только бы девку не проглядели, за ум бы взялись. Иконки старинные были, еще от ее бабки Марфы ей достались. Богородицу на свадьбу им с Захаром подарила, чтобы детки пошли. Вот 3 иконки в углу избы и висели, дар бесценный. И Раиса молилась им за свое здоровье и за тех, кто страдает или в жизни своей запутался. За Наденьку просила, чтобы они оставили о нее милостью своей, даровали жизнь хорошую. Как-то летом возилась она в огороде, слышит, зовет ее девичий голосок. «Баба Рая, ты дома?» «Тут-то я, дочка», – ответила старушка и поднялась с грядок, вышла к Наде. «Можно я к тебе на денька-два?» – несмело спросила она. «Отчего ж нельзя? Можно. А чего ты с портфелем, Наденька? Каникулы ж поди. А я рисовать буду, можно?» Баба Рая завела девчушку в избу, худенькая, светленькая, годков ей не больше 13. Жаль, что такая травинка родителям непутевым досталась, кабы не затоптали совсем. Ну дай бог поможет. Но душа у девочки светлая, радужная. Накормила ее старушка щами, картошкой вареной из чугунка, огурчиками хрустящими, да снова в огород отправилась. Надюшка прибежала, с сорняками помогла и попросила баночку для воды кисточку мыть. Рисовала красками, да такие цветы у нее получались, не хуже любой картинки из журнала. Надя развесила их по стенам. Где гвоздик есть, туда и вешала. Глаз радовался. А через день после обеда мать Надя забрала. Летний день клонился к вечеру. Старушка в огороде припозднилась, сумерки сгустились. Пора бы заканчивать. Вдруг слышит, вроде как калитка скрипнула за домом. И тень метнулась. Или показалось. «Надюшка, ты? Я тут!» Крикнула она, но ответа не последовало. Значит, точно показалось. Закончила свои дела и в дом, а дверь нараспашку. В избе темно, только запах какой-то чуть уловимый, чужой. Включила свет, неяркая лампочка тускло осветила помещение. Она осторожно в горницу прошла, да и застыла на месте. Угол пустой, все 3 иконы исчезли. Лишь легкая паутина колыхалась вместо них. Так и села баба Рая на стул в недоумении. Это кто ж такой негодник, вор, прокрался в дом и вынес самое дорогое ее сердцу. И слегла старушка. День лежит, другой. Только воду пьет да на угол поглядывает. Вдруг появятся святые. Вдруг сжалится над ней бесстыдник проклятый. Но чудо не свершилось, а под вечер Надя прибежала. «Говорят, ты пропала совсем, баба Рая. На улицу не выходишь, заболела?» И тут ее взгляд упал на пустой угол. «А иконки где?» «Украли, доча», – еле выговорила она. «Зашли в дом и вынесли». Девочка присела рядом, погладила старушку по морщинистой руке. Потом сделала ей чай с молоком, утешила как могла и убежала, но в голове уже созрел план. Слышала она как-то, что в школе мальчишки болтали, что в соседнем селе в магазине всякое старье скупают, а потом в город отвозят продавать. Прибежала домой,
Порылась в горке вещей и нашла 2 старинные дореволюционные ложки. Мамин с отцом свадебный подарок от богатой тетки. С ними и бегом в село. «Я бы ложечки хотела продать. Вы берете старые вещи?» Услышав это, вышел мужик из задней двери, огляделся вокруг, схватил Надю за локоть и в подсобку завел. Девочка вручила ему ложки, а сама по сторонам смотрит и видит иконки в углу на полу. «Ты вот что», — сказал ей Борис. «Домой иди, пусть взрослые придут, мне тут неприятности не нужны». Надя схватила ложки и убежала прямиком в милицию. Там ее выслушали, но тоже домой отправили. Мол, домой иди, взрослые без тебя разберутся. Надя и ушла. А по дороге тракториста Ивана встретила соседа. С ними поделилась горем. «Не боись, Надюха, я выведу их на чистую воду», — сказал он и повернул обратно, решив помочь девочке. А Надя к бабе Рае бегом. Та все-таки лежала на кровати и шептала одно: «Господи, помоги». «Ты чего, баб Рая, совсем разболелась?» — спросила она, а про иконки пока молчала. «Нету мочи, Наденька, руки-ноги не слушаются. Нарисуй мне Богородицу, ты сможешь. Христом Богом молю, доча». Надя сбегала за красками, принесла большой альбом и уселась рисовать по памяти. Баба Рая уснула, как в дверь вдруг постучали. Пришел тракторист Иван с полицейским. Разбудили старушку, все расспросили, записали подробно ее ответы и ушли. Пришлось Наде рассказать, что да как. Видела, мол, она иконки в магазине. Кто-то украл и в скупку сдал. У бабушки слезы из глаз. А тут и рисунок был готов. Женщина с покрытой головой взирала добрым, мудрым взглядом. Краски нежные, как аура вокруг. И про цветы любимые не забыла. Детский рисунок, наивный, а до чего же хорош. «Слава тебе, Господи!» – прошептала старушка и перекрестилась. И улыбнулась, как прежде, а к вечеру с постели поднялась. Вскоре слух по деревне прошел. Арестовали Бориса, директора магазина в селе, и его пособницу Зинку, продавщицу. Они и приторговывали краденым. И вора нашли, племянника Бориса, бездельника и забулдыгу. Всем досталось по заслугам. А вот иконки на место выдворяли чуть не всем селом. И родители Нади пришли посмотреть на это чудо. Трезвые, тихие, поговаривают, что и пить перестали. Радости старушки не было предела. Такой почет, такое уважение. Она всем добрым людям Надин рисунок показала. Отец Нади и рамку принес, вставил рисунок под стекло и над кроватью бабы Раи повесил. Прожила она еще добрые 10 лет. Хворь отступила. Молилась за Надю и за всех хороших людей, которые ее со смертного одра подняли. А последний год Надя за ней так и ухаживала. «Ты, дочь, иконки-то себе забери, как меня не станет. Завещаю», — говорила ей старая бабушка. «А вот с этой меня схорони. Спасла она меня». И показала Надин рисунок, который так и висел у нее над кроватью. Спасибо за просмотр. Напишите в комментариях свое мнение об этой истории. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Это поможет продвижению и развитию нашего канала. До новых встреч!